Привет! Это Анатолий Акапарцфаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 16-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 12 глава, которая называется «Вести изнутри». Или, если перевести дословно и современным языком, «Инсайдерская информация». В этом эпизоде мы узнаем, чем драконья речь похожа на пропаганду, как ей противостоять, и увидим, что даже у самых крутых драконов есть слабое место. Итак, Бильбо начинает свою вылазку внутрь горы. Раньше у него уже были моменты, когда он перебарывал свой страх и шел вперед вопреки своей баддинсовской природе. Можно вспомнить, как он был готов вернуться в мглистые горы, чтобы найти гномов, как он разыскал товарищей, когда они были в плену у пауков и спас их, и как он их выручил в пещерах короля лесных эльфов. Но сейчас мы видим кульминацию этого процесса. Сам автор об этом прямо говорит. Следующий шаг потребовал от него мужества, на какое он никогда раньше способен не был. Добавим от себя, что и потом тоже. Все великие испытания, выпавшие на его долю впоследствии, не шли с этим ни в какое сравнение. В этом темном туннеле, еще плохо представляя себе, какая грозная опасность ожидает его впереди, Хоббит одержал над собой величайшую победу, причем совершенно самостоятельно. Может быть, поэтому, когда он наконец входит в пещеру, где лежит дракон, он обращает внимание не столько на него, сколько на сокровища. Сказать, что у Бильбо перехватило дыхание, значило бы не сказать ничего. Теперь Хоббиту показалось, что он понимает, отчего так рвались сюда гномы. Совсем забыв о страшном страже сокровищ, он застыл на месте и завороженно смотрел на золото, а было его здесь без числа и счета. В этот момент мы видим, насколько Бильбо изменился с тех пор, как мы встретили его в первый раз. Тогда он был втянут в путешествие почти без его согласия. Теперь он сам вызвался пойти в пещеру. Тогда он бился в конвульсиях от одного упоминания о драконе. Теперь он даже не обращает особого внимания на грозное чудовище. И самое главное, вспомним, с чего начался его профессиональный путь, как взломщика Level 1. С неудачной попытки стащить кошелек у троллей. Теперь его левел значительно выше. И что он делает? Хоббит ухватил большую двуручную чашу, какую по его расчетам ему по силам было унести, и пустился на утек. Сердце его колотилось, а коленки дрожали куда сильнее, чем раньше, когда он пробирался сюда в первый раз. Тем не менее, он крепко сжимал в руках чашу и, ухмыляясь, думал про себя. Дело сделано. Я им попомню старые насмешки. Больше смахивает на лавочника, чем на взломщика. Они у меня живо заткнутся. Впрочем, гномы-то уже давно не считали его лавочником. Тем не менее, эта сцена является зримым доказательством трансформации, произошедшей с нашим хоббитом. Однако, хотя чаша и не запищала, как кошелек троллей, это деяние имело далеко идущие последствия, так как пробудило дракона и тем самым переключило наш квест на максимальные настройки сложности. Кстати, этот эпизод почти один в один похож на эпизод из Беовульфа, где ярость дракона была вызвана кражей золоченой чаши из его сокровища. Вот как она описывается в древней поэме. К тем богатствам языческим некий смертный посмел проникнуть, и покуда уставший страж беспечно спал, вор успел золоченую чашу выкрасть, умыкнуть из сокровищницы драгоценный сосуд. А вот что мы читаем там о реакции чудовища. Дракон проснулся и распалился, чуждый, учуяв на камне запах. Златохранитель в подземном зале ищет пришельца в пещеру проникшего, покуда спал он. Потом и пустыню вблизи кургана змей всю исползал, но ни единой души не встретив, он, ждущий битвы, сражения жаждущий, вернулся в пещеру считать сокровища, и там обнаружил, что смертный чашу посмел похитить из зала золота. Злоба копится в холмах хранителей, и ждет он до ночи. Едва дождавшись вечерних сумерек, червь огнекрылый палящим облаком взлетел с кургана. Тогда-то над краем беда и грянула. А что же наш Смаук? Он горел одним желанием — обшарить всю гору, схватить грабителя, растерзать, растоптать его. Смаук вырвался из ворот, вода в реке яростно забурлила, повалил пар. Изрыгая языки зеленого и красного пламени, блистающий дракон взмыл в небо и опустился на вершину горы. Гномы цепенеют от страха, и, если бы не быстрая реакция Бильбо, скорее всего, все погибли бы.
Хоббит мобилизует их, и они успевают поднять своих товарищей, которые находятся внизу, и часть припасов. Не всем пони, к сожалению, повезло. Кстати, когда один из читателей спросил Толкина, намеренно или это отсылка до древнеанглийского эпоса, писатель ответил, что сцена из Беовульфа не присутствовала явно в его сознании, когда он писал этот эпизод, но, учитывая обстоятельства, трудно представить, что история могла здесь пойти в каком-либо другом направлении, и что автор Беовульфа, наверное, сказал бы то же самое. Ах, профессор, ну и хитро выкрутился. Тем временем Бильбо продолжает оставаться островком стабильности посреди гномов, качающихся на своих любимых эмоциональных качелях. Только недавно они восхваляли взломщика за чашу и предвкушали, как они станут полноценными обладателями всех сокровищ. Теперь же они клянут его за то, что из-за него проснулся дракон. Да, некоторые люди и гномы хотят и сокровища получить, и дракона не потревожить. Немного переформулировав, вряд ли вы перейдете на новый уровень личностного развития без хотя бы какого-нибудь кризиса. Уж можете мне поверить, это не я придумал, это мне мой психолог сказал. Чтобы приободрить гномов, Хоббит обещает еще раз сходить в пещеру и проверить, что там с драконом. Может, заодно найти у него какое-нибудь слабое место. Идет он туда с опасением, но особо большого страха уже не испытывает, ведь он уже опытный. Тем более старина Смауг притомился и спит, подумал Хоббит. Видеть он меня не может, да и услышит вряд ли. Смелее Бильбо. Но профессор предупреждает. Зная Бильбо о драконах и их коварстве чуть больше, он боялся бы, наверное, вдвое против прежнего и не рассчитывал бы застать дракона сладко почивающим. И действительно, пусть дракон и не видит Бильбо, обоняние у него превосходное, да и спит он теперь вполглаза. И когда Бильбо появляется на пороге, он пытается застать его врасплох, в частности, спрашивая о его имени. Это напоминает беседу Сигурда и Фафнира из старшей Эдды, в которой герой Сигурд беседует с раненым им драконом. Сигурд благоразумно отказывается назвать дракону свое имя, так как знает, что с его помощью дракон может проклясть его. Бильбо тоже избирает схожую тактику и не открывает ему своего имени, прибегая к описаниям. «Я, отгадывающий загадки, разрывающий паутину, жалящий как оса. Я, выбранный для счастливого числа», и так далее. Автор хвалит Бильбо. Именно так и следует разговаривать с драконами, когда не желаешь называть своего настоящего имени, что весьма благоразумно, и в то же время не желаешь разгневать их прямым отказом, что благоразумно вдвойне. Бильбо тоже начинает гордиться тем, как он справляется с ситуацией. И вот тут-то он на секунду теряет бдительность, называя себя оседлавшим бочку. Дракон моментально разгадывает эту загадку. Я догадался еще прошлой ночью. Озерные люди. Проезд жалких торговцев бочками, чтоб мне быть ящерицей. Много веков я не наведывался туда, но это дело поправимое. Только чуть позже Бильбо понимает, какую оговорку он допустил, и какая опасность может угрожать людям озерного города из-за этого. Это происходит из-за чрезмерной самоуверенности Бильбо. Толкин пишет, что он начал наслаждаться своими загадками. В некотором смысле мы видим, что Бильбо начинает подпадать под влияние дракона. Он не только чувствует все большую тягу к сокровищам, но и начинает впадать в драконовскую гордыню. Дракон ведь тоже в конце начинает выпендриваться перед Хоббитом и совершает ту же ошибку, показывая ему свою замечательную чешую, инкрустированную алмазами, не подозревая, что в ней есть изъян. Выражаясь словами Бильбо, «Старое ты бревно, у тебя же слева здоровенная дыра, и голый живот торчит, как улитка из раковины». Так что, как бы наш взломщик не был подвержен драконовому влиянию, до безмерной гордыни Смауга ему далеко. Еще один пример того, как дракон подчиняет других своей воле, это навязывание им своих мыслей. Здесь дракон пытается убедить Хоббита в том, что гномы никогда и не планировали делиться с ним сокровищем. «Наверное, тебе хорошо заплатили за вчерашнюю чашу? Скажи, не стесняйся». «Неужели ничего?» «На них это похоже. Должно быть, отсиживаются где-нибудь, пока ты делаешь за них всю опасную работу и таскаешь, что можно, пока я не вижу. Ты, видимо, рассчитываешь на хорошее вознаграждение? Как бы не так. Радуйся, если вообще уцелеешь».
Смауг пытается посеять в Бильбо зерна сомнения о мотивации гномов. Мотив особого влияния драконьих речей на человека в традиционной мифологии не встречается, и право первооткрывателя здесь остается за Толкином. Можно вспомнить другой пример из Сильмариллиона, где дракон Глаурунг убеждает Турина принять неправильное решение и пойти по ложному пути, который окажется гибельным. Особая убедительность, магия убеждения по Толкину, в высшей степени свойственна злу и его приспешникам. Этот мотив можно проследить вплоть до рассказа о библейском змее, убедившем Еву съесть запретный плод. Эта волшебная способность может быть истолкована и в морально-нравственном плане, если допустить, что волшебство дракона заключается именно в его необыкновенном искусстве стилиста. Мимикрировав стилистически умудренного опытом советчика, он оставляет Бильбо роль неопытного невинного юнца. И тот вынужден напрячь всю свою волю, чтобы преодолеть навязанную ему роль, а также соблазн заподозрить друзей в нечестности. Кстати, хотя Смауг клевещет на гномов вполне осознанно, частично его речи показывают его собственную природу. Он не верит, что кто-то сможет добровольно поделиться сокровищами, что кто-то может действовать честно и благородно, потому что он не таков и не может себе представить этого в других. Это можно увидеть, например, в Сауроне, который опасается лишь того, что кто-то присвоит себе его кольцо, потому что он не может представить себе, как от него и от искушения властью можно добровольно отказаться. Как ни странно, зло здесь наиболее уязвимо, потому что меряет всех своей меркой и не может себе представить, чтобы кто-то действовал иначе, чем оно. Возвращаясь к словесному поединку нашего хоббита с драконом, мы видим, что Бильбо его почти выигрывает, заставив дракона невольно показать свое слабое место. Но напоследок он не удерживается от шутки, которая чуть не стоила ему жизни. Струя пламени, выпущенная драконом, опалила его, и он чуть не сгорел заживо. Это ставит хоббита на место и дает ему ценный урок. Дурень ты, Бильбо, дурень! Никогда не следует дразнить живого дракона. Когда он встречает гномов и рассказывает о том, как прошла встреча с драконом и какое слабое место он у него заметил, он замечает, что неподалеку сидит старый дрозд и как бы прислушивается. Будучи в плохом настроении, он подозревает, что тот подслушивает их. Но Торин объясняет ему, что дрозды их старые друзья, а раньше люди озерного города и вообще понимали их язык. Мы помним, что этот дрозд пригодился Бильбо для того, чтобы понять, когда открыть потайной ход в драконье логово. Сейчас же мы можем догадаться, что этот дрозд еще сыграет свою роль в дальнейшей борьбе с драконом. Говоря о пророчествах, кстати, можно заметить, что когда позже Бильбо обставится в месте дракона, в его словах, кроме страха, также можно услышать какое-то предчувствие. «Я дракона кожей чувствую! Закройте, пока не поздно!» И его интуиция не подводит. Едва они закрывают дверь, гору сотрясает страшный удар. Этот дракон бесшумно вылетел из своего логова, надеясь найти лагерь гномов, и, не найдя его, пришел в ярость и разнес на куски все снаружи. Помните, как Бильбо представлялся дракону, как тот, кто заживо хоронит друзей? Тогда он, конечно же, имел в виду то, как он упаковал гномов в бочки, как будто в гробы. А вот сейчас это пророчество как бы сбывается заново, только в более реальном и страшном смысле. Они были замурованы в горе. Ну что, Торин, король под горой, теперь ты официально под горой. Что делать будешь? Пока что мы оставим гномов осознавать неожиданную и жутковатую ситуацию, в которой они оказались. С вами был Анатолий Акапарцфаль, который был и остается с вами на прямой связи из страшного драконьего логова. В следующем эпизоде подкаста мы найдем Артенстон, узнаем, похож ли он чем-то на Сильмарилли или нет, и самое главное, будем все время с опаской ждать возвращения дракона. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Суле. Попутного ветра.